На этой неделе мы практически вплотную подходим к одному из самых печальных и трагических юбилеев в истории нашей Родины – 30-й годовщине событий, оставшихся в памяти народной под кратким названием ГКЧП. Так уж вышло, что те роковые дни, которые от нас с вами отделяют по меркам большой истории сущие мгновения, остались терра инкогнито для абсолютного большинства наших сограждан. Нет, каждый из них, услышав знакомую аббревиатуру, конечно же, вспомнит, о чем конкретно идет речь и начнет излагать официальные версии августа 1991 года, имеющие с истинной их сутью и подоплекой совпадение в менее чем 1%. Произошло это, вне всяких сомнений, в силу того, что слишком большое количество могущественных людей и сил, как прямо, так и косвенно участвовавших в событиях 30-летней давности, были совершенно не заинтересованы в том, чтобы их участие и, уж тем более, истинная роль в них стали всеобщим достоянием. И именно поэтому лжи и мифов вокруг ГКЧП наворочено столько, что они не просто переиначили или подкорректировали, а напрочь заместили собой правду о нем. Так что прежде чем перейти к действительно серьезному разговору о тех днях, необходимо для начала разобраться хотя бы с самым явным враньем о них. 1. ГКЧП был путчем, заговором, государственным переворотом. Так уж вышло, что абсолютное большинство людей, скорее всего, назовут 4 кратких дня, которые Советским Союзом управлял Государственный комитет по чрезвычайному положению, августовским путчем. Ну, и присовокупят к этому прочие малоприятные определения, приведенные мной выше. На самом деле, все до единого утверждения, характеризующие действия ГКЧП как нечто противоправное и незаконное, абсурдны и юридически безграмотны. Это как минимум. Начать тут, пожалуй, следует с совершенно четкого заключения, которое вынес по данному вопросу 5 лет назад человек, имеющий полное право судить о нем, действительный государственный советник юстиции Александр Сухарев, в свое время бывший не абы кем, а генеральным прокурором СССР. Этот, вне всякого сомнения, высокопрофессиональный юрист глубоко убежден, что создание и деятельность ГКЧП были абсолютно законны и легитимны, поскольку целиком и полностью укладывались в рамки статьи 127.7 Конституции СССР, в которой говорилось о том, кто должен взять в свои руки бразды правления страной в случае недееспособности ее президента. Была ли таковая в августе 1991 года реальностью или хитрой игрой Горбачева? Тема для совсем другого разговора. Суть в том, что создание такого специального органа, как ГКЧП, было в тот момент абсолютно правомерным. Разговоры же о перевороте и путче, ну как же, ведь в нем участвовало высшее руководство армии и спецслужб. И вовсе не выдерживают никакой критики. Во-первых, в случае таковых осуществляется главное – захват власти. Но как раз она-то у всех, кто входил в комитет, уже была, причем во всей полноте. Во-вторых, что же это за переворот такой, если в его процессе не осуществляется ни единого ареста или физического устранения оппонентов, не ломается безжалостным образом система государственных органов, не происходит смена конституционного строя, общественно-политической формации. В том-то все и дело, что разрушать члены ГКЧП ровно ничего как раз и не собирались. Напротив, все их действия, по крайней мере явные, были попыткой спасти и сохранить великую страну. Переворот или путч, организованный в защиту существующего порядка вещей, это, простите, полнейший нонсенс. И тут никак нельзя не согласиться с тем же Александром Сухаревым, считавшим, что заговорщиками, осуществлявшими антиконституционные и незаконные действия, были как раз сторонники и окружение нашего незабвенного светоча отечественной демократии Бориса Ельцина. Ну и он сам, конечно же, причем в первую очередь. 2. ГКЧП был последним шансом спасти Советский Союз. Формальным поводом, побудившим высших должностных лиц Советского Союза создать ГКЧП, считается намеченное на 20 августа 1991 года подписание договора о создании вместо СССР некоего квазиобразования Союза независимых государств. Назвать уродца, который должен был появиться на свет в результате так называемого Новоогаревского процесса, страной невозможно было бы даже при самом горячем желании. Речь шла о некоем объединении, в которое при самом удачном раскладе могли бы войти 9 из 15 бывших союзных республик, представители каждой из которых изо всех сил старались переплюнуть друг друга в амбициях и стремлении откромсать себе самостийности побольше. Сперва, согласно изначальным замыслам создателей, это была бы мягкая федерация,
а затем и вовсе конфедерация совершенно независимых государств без какой-либо централизованной системы органов политического, экономического и военного управления. Одним словом, чистой воды фикция, а не государство. Нельзя не упомянуть, пусть и в тысячный раз, о том, что продвигались все эти крайне сомнительные идеи вопреки волеизъявлению абсолютного большинства граждан Советского Союза на референдуме, проводившемся в марте все того же 1991 года, недвусмысленно высказавшихся в пользу сохранения СССР. Да плебисцит не проводился в Прибалтике, Грузии, Армении и Молдавии, однако и во многих из этих республик в массах царили схожие настроения. И уж точно никакого желания разваливать СССР не испытывало подавляющее большинство жителей тех же Белоруссии и Украины. Мог ли ГКЧП, с провозглашением которого все планы подписания самоубийственного договора накрылись тазиком из известного металла, стать спасением для Советского Союза? Будем реалистами, ни в коем случае. Прежде всего, следует упомянуть о том, что согласно воспоминаниям множества высокопоставленных чиновников и сотрудников советского государственного аппарата, реальная подготовка к заключению этого соглашения была свернута, а затем и вовсе прекращена задолго до 18 августа. Никто ничего подписывать не собирался без всякой чрезвычайки. Все дело тут в том, что в реальности СССР был окончательно и бесповоротно угроблен никак не в 1991 году, а намного раньше. Горбачевский закон об экономической самостоятельности прибалтийских республик, 1988 год, и принятые с его же подачи, позднее аналогичные законодательные акты о разграничении полномочий между Центром и республиками, входящими в состав СССР, о порядке выхода республик из состава СССР, о национальных языках народов СССР и прочие им подобные, вот что уничтожало великую державу. К 1991 году процесс стал практически необратимым. 3. В случае победы ГКЧП все стало бы только хуже. Данный тезис, как правило, озвучивается теми, для кого события августа 1991 года выглядят как попытка реванша мрачных реакционных и тоталитарных сил, стремившихся задушить ростки демократии и лишить населявшие СССР народы шансов на свободу и новую жизнь. Глупость, конечно же, несусветная. Если бы в составе Государственного комитета по чрезвычайному положению и вправду объединились бы матеры и консерваторы, рвавшиеся повернуть вспять колесо истории любой ценой, действовали бы они, конечно же, совершенно по-другому. Предприятие как таковое теоретически могло увенчаться успехом. Однако тут мы сталкиваемся с самым настоящим парадоксом. Для того, чтобы история с ГКЧП завершилась не полнейшим провалом, а прекращением губительной для страны перестройки, взяться за дело должны были совершенно другие люди. Прагматичные, жесткие, убежденные в своей правоте и верящие в те идеалы, которые взялись отстаивать. И, что не менее важно, не боящиеся принимать решения и нести за них ответственность. В том числе и проливать чью-то кровь. Но вот в чем фокус. При наличии таких личностей, в высших эшелонах руководства государством и партией, сценарий, венцом и финалом которого стало провозглашение ГКЧП, попросту был бы невозможен. До сползания общества к общенациональной катастрофе дело бы не дошло. Никаких танков на улицах и Лебединого озера по телевизору не понадобилось бы. От Горбачева и его подельников избавились бы намного менее эффектно, не ставя на уши всю страну, зато куда более эффективно. И что самое главное, намного раньше. Тогда, когда что-то еще реально можно было изменить и спасти. Раз это не было сделано, следовательно, ГКЧП ни в коем случае не следует считать попыткой советского реванша. Это было нечто иное, с целями и задачами, которые, во-первых, вовсе не укладывались в краткие пункты оглашенного 18 августа заявления, а во-вторых, скорее всего, совершенно по-разному трактовались всеми участниками, как явными, так и тайными того процесса, который известен нам под именем ГКЧП. Исходя из этого, ложной и ошибочной в данном случае является уже сама изначальная посылка о возможности победы как таковой. Шансов на таковую не было ни единого, хотя бы в силу того, что до сих пор не ясно, что под таковой понимали члены Государственного комитета по чрезвычайному положению, а главное, стоявшие в реальности за ними силы. При вдумчивом, детальном и беспристрастном изучении не только 4 дней августа 1991,
Но прежде всего, предшествовавших им и последовавших за ними событий, напрашивается вывод о том, что игра, которая велась тогда, была намного более многоплановой, многоуровневой и запутанной, чем это представляется при выдвижении скороспелых версий и поспешном развешивании ярлыков. Проводившиеся лет 5 назад в России опросы общественного мнения показали, что не менее четверти наших соотечественников до сих пор считают, что с победой ГКЧП все стало бы только хуже. Кто-то говорит о возможности гражданской войны и новых, только намного более ожесточенных и кровопролитных схваток за власть. Кого-то пугает сохранение коммунистической идеологии и советского образа жизни. Впрочем, треть россиян все-таки считает, что в августе 1991 года страна свернула не туда и пошла категорически неправильным путем. Что самое показательное, более 40% опрошенных заявили о том, что повторись те события ныне, становиться грудью на защиту демократии они бы даже и не подумали. Кто на самом деле должен был стать главным бенефициаром ГКЧП и кто стал им на самом деле? Какую комбинацию реализовывали отечественные спецслужбы в процессе подготовки августовских событий, во время и после них? Какую роль сыграли во всем этом спецслужбы и ведущие политики Запада? Что вызвало настоящий вал таинственных смертей высших руководителей силовых ведомств СССР и высокопоставленных партийных деятелей в самом скором времени после провала ГКЧП, и почему погибли именно эти люди, а не какие-либо другие? Чьи именно спецоперации в конце концов был Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР? Обо всем этом мы непременно поговорим подробно и обстоятельно ровно через неделю, в 30-ю годовщину падения ГКЧП.